Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в Москве. Любое путешествие начинается или с аэропорта, от своего подъезда, с вокзала. И сегодня мы в Москве на площади 3 вокзалов. Покажем вам всю красоту, которая представлена в столице. Вообще в Москве 9 вокзалов. Мы вам покажем самые красивые, самые значимые и откуда начинаются путешествия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Друзья, стартуем с Ленинградского вокзала, одного из самых красивых, самых первых, старых, очень интересных. Единственный, который не принадлежит Московской железной дороге, а поможет нам с вами в нюансах архитектуры и в истории создания этих вокзалов. Моя подруга, архитектор Елена Никитина. Привет, Лен. Привет. Здравствуйте. Начнем с того, что это самый первый вокзал, как и сказала Юля, но в Российской империи. Возникла необходимость в XIX веке прокладывания железнодорожных путей, потому что вся Европа уже была впереди, а Российская империя никак не могла начать этот путь индустриализации. И в итоге в 1849 году закладываются пути. До этого существовала первая железная дорога, это Царскосельская, а это уже, получается, настоящая большая функционирующая сетка железнодорожных путей, и она заканчивается в Москве Николаевским вокзалом. Он еще назывался Петербургский вокзал, потому что он идет в столицу тогдашней империи. Там и здесь архитектор Константин Тонн. На тот момент это был императорский придворный архитектор. Очень много зданий он построил. В Москве это наиболее известный, это, если скажу, что это Кремлевский дворец. И храм Христа Спасителя. Да, он на самом деле был храмовым зодчим, но и в то же время гражданские здания он также строил. В итоге мы получаем два вокзала, которые практически идентичны, имеют небольшие различия. Это основной объем здания, который решается часовой башней, такой доминантной. Часовая башня – это непременный элемент вокзалов. Скажу почему. Потому что не у всего люда были карманные часы, а вокзалом пользовались разные граждане разных классов. Поэтому люди могли смотреть только на башню часов, чтобы не опоздать на свой поезд. Лен, а этот вокзал такой же, как в Санкт-Петербурге, московский? Они практически идентичны. Есть небольшие различия в пропорциях, в проходных залах. В элементах? В элементах, но практически одинаковые. Да? Оба исполнены в таком русско-византийском стиле, каковым его называл сам Тонн. Но на тот момент еще не было различий в стилистике, а это, скажем так, такой неоклассицизм, неовизантизм. В настоящее время вокзал находится на реконструкции. Это уже какая, Лена? Я не знаю, насколько глобально, он все время дополняется. Глобальных было две. Изначально, если посмотрим на объем вокзала, вы увидите пристройку уже современную, в 70-х годов. Если посмотреть сбоку, то перрон раньше располагался ровно на границе объемов этих двух зданий. Поезда подходили прямо сюда ближе. Это с годами по необходимости перрон отодвигали, и в итоге он приобрел современный вид. Есть несколько элементов таких архитектурных интересных. Мы сейчас подойдем поближе, и Елена о них расскажет и покажет. Неоклассицизм, видишь ты? Над главным входом вокзала есть арочные окна, они идут по первому ряду фасада. И в качестве элементов, которые можно отнести к византийской архитектуре, есть так называемые висящие гирьки. Это как отсылка к византийской средневековой архитектуре, либо к древнерусской архитектуре. Но вся архитектура на самом деле пришла к нам из Италии. Итальянцы много у нас здесь что делали, все стили смешались. Итальянцы работали со времен еще Ивана III. Вот эта лепнина еще делают из каких материалов? Это гипс, раствор. Вообще изначально, ты имеешь в виду капители на колоннах или сами полколонны? Это изначально есть кирпичная основа. Кирпичная основа потом штукатурится. Существуют такие так называемые формы, тяги. Это приспособления, которыми работают скульпторы, назовем это так. То есть это не просто какое-то строительство, здесь еще элементы такой высокой техники, как скульптура, строение. Просто есть формы, которые прорисовывает архитектор, потом пробные, относительно масштабные модели делаются. И в дальнейшем украшается фасад. То есть фасад – это как одежда на объеме здания. Его можно исполнить из чего угодно. Понятно. В те времена украшали лепным узором. Вообще, в принципе, украшательство в те времена было гораздо более распространено, чем нынче.
Вообще площадь трех вокзалов, она называется вот и площадью трех вокзалов, и Комсомольской площадью, а раньше она называлась... Каланчевской площадью. А Каланчевская она называется не потому, что здесь была какая-то пожарная каланча, а потому что здесь находился путевой дворец царя Алексея Михайловича. Он следовал из Сергиева Посада, останавливался здесь. Перед тем, как войти в город, он должен был переночевать, привести себя в порядок и со всей свитой войти через Триумфальную арку, назовем это так, через которую всегда встречали царей. Вы тоже можете здесь остановиться, переночевать в Москве или там в окрестностях этого места, а отель найти по ссылке в описании на Яндекс.Путешествиях. Будьте как цари. Лена, а почему она вот Комсомольская еще считается? В 20-х годах была стройка метрополитена, на которой в 20-х годах, уже 20 века, когда уже Советский Союз. В 20-е годы уже начали строить метрополитен? Да. Да, Да, 1920-е годы. Я думала, что это где-то 30-е. Нет, это 28-й, по-моему, или, к концу, короче. Пишите в комментариях. 30-х годов. Если мы привираем, да, я могу просто не так знать историю метро. Здесь была комсомольская стройка, работали комсомольцы, и в один момент случился внизу прорыв там грунтовых вод. Нашлись комсомольцы, которые быстро сообразили то, что с перронов Казанского вокзала можно подогнать вагоны щебнем и засыпать этим щебнем как раз место обвала. И вот в связи с этим поступком, с их подвигом, в честь этого подвига, эту площадь назвали Комсомольской. Вот такая вот история интересная. Комсомольцы, добровольцы. Лен, а вот мы сейчас идем по площади. Куда ты меня ведешь? Я хочу показать императорский павильон, который был построен специально к приезду Николая II на коронацию в 1896 году. Он расположен не рядом с вокзалом, в неком отдалении. Специально было для этого места выбрано. Царская земля, могли бы себе позволить где угодно поставить. Не то, что нынче. Знаешь, в те времена тоже, если ты хочешь строить новый вокзал на другой земле, хотя у тебя есть свой еще рядом, будь любезен, в казну внеси деньги за эту землю. Здесь цари могли себе позволить, что, собственно, они и сделали. Был запроектирован прекрасный павильон. Он был очень нарядный, из блесовочного кирпича, там какой-то камень использовался в отделке. Сейчас это не так все нарядно. Интерьеры были разработаны с шиком, блеском по тем временам. С роскошью. Роскошью. Что и определяло принадлежность. Да, что определяло принадлежность к помазанникам Божьим. На тот момент был сквер, фонтан, не знаю, был или нет. Все было очень чинно и благородно. Но по каким-то причинам, честно говоря, я не знаю этот вопрос. Почему поезд вдруг прибыл на Белорусский вокзал? То есть уже такая была рокировочная система. Да, конечно. Через 40 лет после того, как построился первый вокзал, уже существовала сеть железных дорог, которая в тот момент очень активно развивалась благодаря промышленникам, акционерным вкладам богатых граждан империи. И, соответственно, он прибыл туда, но там тоже был построен временный деревянный павильон. То есть царь Николай II прохихикал? Нет, пошел на запасной путь, назовем это так. Но там тоже был построен великолепный павильон, деревянный временный, архитектором, к которому мы вернемся в следующем рассказе. Это Лев Кекушев. Шли, но не дошли, потому что видите, сколько реноваций железнодорожных в Москве, МЦК, МЦД и прочее. Как выглядит, посмотрите на фотографии, вот современный вид, а вот вид, который был исторический. Перед нами Ярославский вокзал, один из крупнейших по объему перевозок. Ярославский вокзал строился на тот момент до Гроссо-Северской лавры. Сократился путь паломников туда, это были дивиденды. То есть гораздо чаще люди пользовались железной дорогой, потому что можно было попасть до Сергиева Посада за 1,5 часа. Если на экипаже вы тратили 4-5 часов, то на электричке, так называемой, вы проделаете путь за 1,5 часа. Это увеличило объем пассажиров, соответственно, приносило прибыль. Железные пути развивались, в них были заинтересованы частные инвесторы. В данном случае очень известный меценат Иван Мамонтов, это отец известного Савы Мамонтова. И они пригласили из Санкт-Петербурга архитектора Кузнецова, который построил первоначальный вокзал, который здесь существовал в 1900 году.
года. Поскольку ярославское направление развивалось, это сначала была до Сергиевого посада построена ветка, потом до Ярославского, потом она разрасталась дальше до Северов, до Архангельска, ну и там до побережья. Вокзалом стало пользоваться большее количество пассажиров, возникла необходимость в его реконструкции. Все наследство переходит владение Ксавер. Он достаточно известный меценат в свое время, это расцвет деятельности, дружба с художниками. До того, как привлечь сюда Шехтеля, привлекли очень известного московского архитектора Льва Кекуша. Так называемый бог московского модерна. Это эпоха модерна в том времени, это 1900-е года. Значит, о модерне узнали и о Российской империи, о ее зодчестве на выставке в Париже в 1900 году. После этого возник интерес к русскому искусству. То есть модерн это пришел к нам с Запада, вот этот стиль. Да. И этот вокзал в стиле модерн. Да. Привлекли Льва Кекушева, который начал работать над проектом вокзала. Достаточно интересно все это было. Потом случилось так, что закончилось финансирование, достраивали вокзал уже императорские силы. Да, все перешло через суд государства, потому что произошла растрата. И привлекли уже нового архитектора по рекомендациям, это как раз Федоровскую Шехтель. Шехтель было задание, поскольку средства должны быть меньше подачи, не сказано, вокзал не трогать, его не сносить, а перестроить, достроить, дополнить новыми элементами, такими как теплый перрон. Да, на тот момент была редкость. Шехтель подошел в своей авторской манере. Он в основном декоратор модерна. Также он и храмовый зодчий, что здесь, в принципе, и отображено. Он нанизал на одну линию такой храм-крепость, храм-корабль. Да? Если вы посмотрите с этой стороны, вы можете увидеть вот эту полукруглую часть. Это такая некая храмовая постройка апсида. Потом идет доминанта колокольни. Дальше вы видите уже перестройку главного входа. Северный орнамент. Потом вы видите фриз. Это такая лента голубая, она исполнена из керамики, из Россов. Промысел Ярославской губернии из Россов. Да, можете в ролике посмотреть про Ярославль. Дальше, если вы посмотрите на главный вход, вы увидите на той же мозаике изображения северных ягод, элементы анималистического декора. Это и олени, и медведи, и дальше-то, по-моему, косуля. Над входом располагались раньше барельефы из 3 гербов. Герб Архангельска, да, Москвы, и герб медведя, это Ярославль. Да. Сейчас это заменено советскими барельефами, герб Советского Союза, а слева и справа не совсем понятны по логике мне изображения, к чему они отсылают. Это женщина, то ли медведь, то ли собака, с одной стороны, с другой стороны, смотреть поближе. Зверушки сплошные. Зверушки, да. Рядом с вокзалом вот стоит памятник архитектору, который трудился над его созданием. Федор Осипович Шехтель на данный момент, до того, как его сюда привлекли, то есть на тот момент, когда его привлекли на проектирование вокзала, он был Франц Альберт Шехтель, это немецкий человек, да, из поволжских немцев, да, но который очень талантливый и автор множества усадеб в Москве. И есть экскурсии, посвященные авторству Шехтеля в Москве. Очень талантливый человек-самоучка. Стал православным, и стал он Федор Осипович Шехтель. Так он наиболее распространен в литературе. Ну что, пойдем посмотрим, как выглядит Ярославский вокзал внутри. Пойдем посмотрим. Это тоже заслуживает особого внимания. Здание в стиле модерн. Он очень насыщен элементами модерна в своем экстерьере. Вот можно обратить внимание даже на эти интересные двери. Тоже ручки в элементах модерна. Тут видите, как практично сделано, чтобы ногами не разбивали деревянные. Ну, мы до сих пор так делаем. Конструкции. Ну вот мы находимся в первом помещении. И Лена расскажет, какими элементами украшены стены. Опять-таки вернемся к тому, что это вокзал, который ведет на север. И в
украшение первого зала, куда попадает пассажир, мы видим уже отсыл к регионам, куда идет железная дорога. Северный олень, киты, северные звери, тетерева, то есть край богатый, насыщенный природными ресурсами. Дичью, да. И если мы обратим свое внимание в углы входной группы, где расположено арочное окно над входом, вы увидите там уже символ тоже северных краев. Это медведь, который подпирает капитель. Поистине это можно назвать галереей искусств, да, на тот момент. Помимо того, что здесь есть барельефы, здесь также есть на данный момент, конечно же, это репродукции. Это авторство Коровина. Он был специально приглашен сюда для того, чтобы оформить пространство своими работами, которая изображала быт и промысел местного населения. Еще следует обратить внимание на вот эти резные элементы, которые находятся в проемах этих порталов, которые также показывают, чем занимаются северные народы. Тут производство горных руд, охота. Это все визуально напоминает нам резьбу по кости. Северные народы из бивня моржей делали предметы резные. Здесь как некие отсылки к этим промыслам. Вообще отсюда поезда идут и в Монголию, и на Дальний Восток. По-моему, Чехов на Сахалин отсюда отправлялся. И вот здесь табличка. В год моего рождения, ровно 50 лет назад, уехали первые комсомольцы на строительство Байкало-Амурской магистрали. А это следующий зал, да, уже? Ну, это основной зал ожидания, зал прибытия. Где можно вкусно, как дома, поесть. Ну, это сейчас, конечно. Значит, я рассказывала о том, что этот вокзал проектировался двумя архитекторами. И вот от первого архитектора Льва Кекушева мы можем видеть оставшиеся элементы в этом зале. Это ряд вот этих черных колонн. Еще с гранитными какими-то. Да. То есть это все от первого проекта. Он достраивался, перестраивался. И вот эти элементы видны. Посмотрите еще на эту аркаду. Она достаточно большая, интересная. Это тоже характерные элементы модерна. То есть это мрамор и гранит, да? Или это все гранит? Это все гранит, только разный тип. Это редкий камень, если мы, ну как редкий, сейчас он в таких объемах не добывается. Здесь просто, если вы посмотрите, существует вкрапление таких блесток. Слюда? Слюда, он иногда таким фиолетовым, голубым, синим, в зависимости от месторождения, он разный оттенок имеет, вот этих вкраплений. Там еще есть что смотреть? Нет? Нет, он же перестроенный, поэтому... Основной объем был вот здесь. Вот сюда приходили поезда, так же, как и на границе с Ленинградским вокзалом. Это все было по одной линии выстроено. В советское время все это отодвинулось на задворки, потому что людей, пользователей было больше с каждым годом, с каждой эпохой приносила свои функциональные изменения. Пассажиропоток увеличивался. Да. Знаете, очень хотела побывать в Ливане в этом году, даже собиралась. Но не рекомендовано, там сейчас очень опасная обстановка. Вот на улице Машкова есть кафе «Бейрут». И я вот открываю меню и понимаю, что, наверное, здесь я получу те же гастровпечатления, какие получила бы в Ливане. Вот Лена рассказывает, что хозяин ливанец, да? В Ливане я была, мы в это кафе очень давно хотели попасть. Однажды гуляем, мы на него набрели. Вот, познакомились с владельцем, который нас заверил, что и на кухне тоже ливанцы. Здесь вот достаточно скромный интерьер, но он аутентичный, можно напоминать интерьер 90-х годов. Цены очень демократичные. И такие названия интересные. Всего хочется. Ну, конечно же, будет хумус. Короче, заказывали сток всего. Даже бараньи яйца заказали. Так что ваше здоровье. Такое обычное пивко. Может быть, что-то будет насыщенное и острое, как раз хорошо запить. Друзья, запахи такие, что в роте позже разорвется, пока рвется все в носе, все вот эти вот обонятельные рецепторы. Горячие лепешки. Лепешки, смотрите, какие горячие, тонкие. Такие тонкие питы. И внутри там есть, можно ее вот так вот делать. Вот она, да, это пита.
Ну что, начнем с хумуса. Самого главного базового продукта Ближнего Востока. Подскажите нам, пожалуйста, что здесь входит? Хумус, там таббаль, баклажан с кунжутной пастой. Это баклажан, да? Да, таббаль называется. Вот, баба гануш. Баба гануш. Да, вот, клим хамара. Грецкий орех, сладкий перец. Ой, интересно. Паста, вот. И зеленая фасоль, и ташин. Спасибо большое. Филе, кунжутная паста. Просто. Ну, баганов попробовал, нет еще? Баба гануш еще нет. Ребята, на здоровье. Я сюда еще не раз вернусь, тем более. Жанна, привет. Ты вот в соседнем подъезде живешь, мы тебя звали. Попробуем еще фасоль. Как можно сделать из стручковой фасоли какой-то верх кулинарного чего-то. Традиционный ливанский салат с зеленью. Петрушка, булгур, Помидоры. томат, мята, лимонный сок. Еще, по-моему, гранат иногда добавляется. В некоторых случаях. Свои какие-то такие эти вещи. То есть, знаете, такой прям фреш-фреш в осенней Москве. Вот это да. И лепешечка. Как она правильно называется? Зата. С чабрецом. Слушайте, это отдельная история. Скажи. И чувствуется прям соль, белый яд. Но она в меру. В меру. Все очень уместно и лаконично. Говорят, надо быть сдержаннее во всем, в еде в том числе. Но здесь невозможно устоять, потому что хочется попробовать многое. И вот сейчас принесли кебеби най, называется. То есть это вот говядина протертая, булгур, приправы, оливковое масло. Читаю, как в меню написано. Не знаю, как правильно это естся, но, наверное, все с лепешкой естся. Ну, попробую вот чисто ганом. Как будто бы тартар, но очень нежное, очень там тонкий вкус мяса и специи. И я вам могу сказать, что это отличная закуска. Главное, что ее 750 рублей, 200 грамм, но мне кажется, здесь больше. Кебеби лябани. Фарш говяжий, крупа пшеничная, кедровые орехи, чеснок, специи, мацони, мята. То есть вот такие котлетки. Я вот, наверное, все-таки руками. В мацоне специи дают свою яркость. Вот так вот польем вот этим вот. Вот даже кедровые орешки здесь, посмотрите. Они там плавают. Недаром символ Ливана – это ливанский кедр. Даже во вкусе есть что-то от десерта. Это вот комбинация специй. Кислоты нет. То есть нет вот кисломолочной вот этой вот эстетики. Чего только не сделаешь ради искусства. На самом деле уже ничего не хочется. Потому что, ну, так как эти все восточные трапезы, они надолго, люди разговаривают, общаются. То поели, все поели. Руки об халат вытерли. Я не знаю, возможно, для кого-то это будет шок-контент. Но я считаю, что это достаточно вкусная вещь. Вот это петрушка. Очень вкусная. Деликатес. Даже не сомневайтесь в этом. Ты рассказала, что это на самом деле мы едим? Бараньи яйца едим.
самом деле ты не сказала. Я не сказала, что мы едим бараньи яйца. Так вот это они. Ну, я до этого угрожала Шок-контентом. шок-контентом, да. Один из самых красивых вокзалов Москвы, а может быть и всего мира, это Казанский вокзал. Лен, в чем его особенности и вот эта вот роскошь? Начнем с того, что да, это уже второй частный вокзал, да, который находился на площади Каланчевской. Первый это был Ярославский, как мы говорили. И здесь развитие было отдано немецким промышленникам и предпринимателям, которые осели здесь после переселения в царскую Россию. И это направление как раз было в сторону Поволжья, где тоже было большое количество немецких общин. Был устроен конкурс. Конкурс выиграл Щусев. На тот момент это малоизвестный архитектор в Москве. Это сейчас он известен? Сейчас он очень известен, у него очень интересная судьба, разбитая на этапы. Но вот до революции он прославился тем, что сделал проект Казанского вокзала. В чем есть некая уникальность? Обычно, если вы заметили, что поезда приходят в торец, да, вот в общий объем здания. На данном примере мы можем посмотреть, как Щусев грамотно расположил акценты, да, неких объемов. И если мы посмотрим на вокзал, то мы не сразу угадаем, да, что поезда идут вдоль него и упираются вот как раз вот в тот вход. Вот да. оно что. То есть он развернул объемы так, что этот фасад является главным, но вы никогда не поймете, да, что это второстепенная часть вокзала. Задача была уже в тех заданиях обозначена сделать вокзал снаружи, экстерьер и интерьер внутри, который бы показывал или делал отсыл к истории народов или тех мест, по которым идет железная дорога этих путей. То есть Поволжье, Казань, там, Татарстан, ну тогда-то Астрахань, да. Вообще он изначально назывался Рязанский. Да, это до Коломны была первая ветка проложена, потом уже до Рязани. И здесь, если вы заметите, основные объемы сделаны, назовем так, применены приемы нарышкинского барокко. Это такой нарочистый стиль обрамления наличников окон, карнизов. Одна часть объема это идет такой древнерусский стиль, да, все-таки как бы отсыл к русским землям. Да, и можно заметить некие элементы московского Кремля. Не буду говорить, что это. Вы потом, если интересно, сами визуально сравните, что здесь является отсылом к московскому Кремлю. Да? И основная доминанта вокзала, а это обязательно часть построек, это доминанта, является башня 72 или 75 метров. 73. 73 даже, не угадала. Которая венчается драконом или змеем. Это символ Казани. Но эта башня, если кто был в Казани, тоже поймут, в Казани есть свой Кремль. Это отсыл к башне Сюмбике в Казани. То есть она очень читаемая. Щусев взял элементы и соединил в одной. Получился такой теремной стиль, да, теремок. Вокзал строился долго. Он начинался, по-моему, в 1902 году, а закончился, по-моему, даже в 40-х годах. То есть порядка 40 лет. Да, то есть он начался до революции, свою стройку, и здесь он считался еще инновационным, потому что применялся такой материал, как железобетон. В 1902 году это было развитие железобетонного строительства и инженерной мысли в мировом значении, и в России в том числе. Здесь работали очень известные инженеры по конструкциям. И это можно будет посмотреть уже внутри вокзала. Лен, ну наверняка Казанский вокзал не только внешне прекрасен, но и внутри там есть на что посмотреть, да? Конечно, безусловно, и это очередной рассказ, достаточно интересный. Ну что, пойдем покажем? Пойдем посмотрим. Напротив Ярославского вокзала примыкает к Казанскому вокзалу очень интересная архитектурная часть. Вот мы находимся возле Центрального дома культуры железнодорожника. А что же интересного, да? Здание примыкает к старому зданию вокзала, и оно практически в одной стилистике. Это объясняется тем, что автором является также архитектор Щусев, который во втором этапе своей жизни был очень известным советским архитектором. То есть он никуда не эмигрировал, остался служить своей родине и делал здесь
свое дело достаточно качественно и интересно. Вот, поскольку это здание является продолжением вокзала, то исполнено оно тоже в той же стилистике наручнинского барокко, да, то есть оно украсило элементами, входная группа вот здесь вот обрамлена как колонии в древнерусском стиле. Здание было построено в 1927 году, советская власть. И в то время в Советах был очень популярен стиль конструктивизма. И большинство ведущих архитекторов настаивало на том, чтобы это здание было исполнено в этой стилистике. Это абсолютно гладкий, ровный фасад, который показывает исключительно функциональность здания. Но поскольку Щусев был достаточно авторитетным архитектором, известным, и скажу, что он исполнил и первую модель, и последующую мавзолей Владимира Ленина. Да, это уже о многом говорит, какой властью обладал этот архитектор. Поэтому он настоял, чтобы его проект не был изменен, и оставил все так, как есть. И сейчас мы видим органичное завершение фасада Казанского вокзала зданием ДК «Железнодорожник». Подошли мы к прекрасному Казанскому вокзалу, и здесь есть очень интересный элемент. В данном случае это часовая башня, которая повторяет башню Венеции. Ну, не то, что повторяет, а как называется, заимствует некоторый архитектурный образ. Сейчас бы сказали реплика. На ней впервые появляются часы зодиакальные, тоже европейские, если мы вспомним там Прагу или еще какие-то другие столицы. Это тоже не видали в то времена. Это говорит о том, что все-таки владельцы немножечко не российского происхождения. Опять-таки, если вспомним о немцах, которые владели акционерным обществом жизни. Попадать в Казанский вокзал вовнутрь, ты оказываешься в каком-то храме вокзального зодчества, совершенно уникально. Повторюсь, что в то время, когда возводился вокзал, был расцвет железобетонного строения, и тогда из этого материала делали все возможное, декорировали тем, что есть. Здесь применены очень интересные приемы именно инженерные. Я не буду вас озадачивать, но благодаря этим конструкциям вы видите свободное пространство, которое не ограничено колонным рядом. И вот в зале тоже нет никаких колонн, которые бы мешали восприятию пространства. То есть перекрытия такие, которые позволяют ходить без дополнительных опор пространства. Здесь очень сложный объем, который мы можем увидеть только на планировке. Когда вы попадаете вовнутрь, вы этого не увидите. Еще одно доказательство инженерной миссии – это зал, здесь сейчас располагается едальня. Очень интересно посмотреть на то, как был оформлен или конструктивно возведен купол этого зала. Отсылка, опять-таки, к европейской архитектуре, готическим сводом. Очень такое интересное, уникальное сооружение. И можно назвать его революционным. Попробуем пройти в тот зал. Да, он напоминает нам некую трапезу, опять-таки Нарышкинскую. Посмотрим голубой зал. Есть еще очень интересный зал Витте. Да, он сейчас в их ожидании. Мы лучше не знаем, открыт или нет, пойдем туда или нет. Но раньше вот это был зал для персон, поэтому так оформлен был маленький. А там располагались едальни, наоборот, в том зале. Сейчас они местами поменялись. Ну, достаточно много едалин. Посмотрите, там и блинные, и какие-то сетевые заведения. То есть голодными мы не останемся. Вот, давайте попробуем заглянуть в зал комфорт. Может быть, одним глазком приоткроем дверь. Посмотрим. Там очень интересный потолок. Это самый парадный зал вокзала. И он обращен как раз в культурный Дворцовый стиль. Ну, вот видите, тоже советую обратить внимание. Вообще можно рассматривать в комплексе, они являются зеркальным отражением оконных проемов. Давайте посмотрим на внутреннюю часть фасадов. Они уже более простые, но все равно в них присутствуют элементы украшательств, да, поскромнее. В основном вокзал красив снаружи. Опять-таки объемные решения, уже перекрытие советских времен. Дальше платформы были гораздо ближе. То есть прямо сюда. Вот, практически сюда.
горячие охладительные напитки. Подробная информация о администраторе зала комфорта. Пытались перестроить площадь трех вокзалов, но у Чусов был прекрасные дети. Я уж не знаю, с чего ему такая мысль пришла снести Ленинградские и Ярославские вокзалы, построить огромные, значит, здесь перегоны, встречающие платформы. Но здание своего Казанского вокзала трогал. Но ему не дали. Нет. Дали, ну, там другие уже планы по развитию ЖД дорог. Но это была бы колоссальная ошибка со стороны Чусова снести остальные исторические вокзалы. Хорошо, что это не случилось.